Творческий процесс работы над музыкальным произведением рассматривался в трудах многих выдающихся деятелей фортепианного искусства. В основном этот процесс подразделялся на 3 этапа. Так Карл Черни называл эти этапы разбор, техническое освоение и художественная отделка. Гинзбург же зарождение образа, элементарная работа, приспособление. Мы выделим 4 этапа работы над произведением: знакомство, работа над деталями, оформление, то есть корректировка этих деталей, и подготовка пьесы к сценическому воплощению. Итак, на этапе знакомства с произведением цель деятельности состоит в развитии мышления, формировании установки на создание первоначального образа пьесы. Начальный этап работы над пьесой ставит перед собой следующие задачи. Во-первых, осознать визуально контуры, высотность, ритмику, прочитать и осмыслить все ремарки, аббревиатуру, проанализировать основные технические моменты. Это аппликатура, точечно можно проставить ее, просмотреть все штрихи, обнаружить наиболее заметные элементы выразительности, говоря коротко, осознать содержание пьесы на основе анализа. Все это будем проводить с помощью следующих методов. Это чтение с листа, причем это должно быть эскизное проигрывание, и краткий музыкально-теоретический анализ произведения. Для выполнения такой работы необходимо проследить ход становления авторской мысли, то есть разобраться в логике ее развертывания. Как и говорила, будет полезен краткий теоретический анализ, углубление в который будет продолжаться на всем протяжении работы над произведением. Такой анализ будет способствовать быстрому ориентированию в контурах звукового полотна. На моем курсе про пиано мы называем такой анализ предварительный. У него есть список пунктов, по которым мы и работаем на этапе знакомства. Второй этап – работа над деталями. Цель второго этапа работы подразумевает под собой подробное изучение авторского текста. Задачи у этапа следующие: полностью разобрать нотный текст, объединить все элементы, если вы работали по кусочкам, и достичь гладкости. Подобное изучение авторского текста целесообразно проводить с помощью следующих методов. Например, возврат на сложные места и дробление на звенья, счет вслух во время игры, либо простукивание ритмического рисунка, прочтение нот вслух, проигрывание каждого голоса отдельно. Возможно заниматься игрой разными штрихами, играть с конца на начало, причем потактово. В некоторых фрагментах будет полезно сольфеджирование с дирижированием, также беззвучное контактирование пальцев на столе и в целом вычленение простого из сложного. Разбор нотного текста является одним из основных способов точного осознания контура звуковой ткани. Он должен обязательно сочетаться с прочтением всех ремарок. Необходимо помнить, что всякая случайная неточность игры в самом начале работы ведет дальше к искажению текста и образа, и что ошибки, допущенные в этом этапе, допущенные при разборе, нередко укореняются и далее сильно тормозят разучивание пьесы. Третий этап – корректировка. Цель третьего этапа – это достижение целостности исполнения произведения и объединение выученных деталей в цельный организм. Задачи у этапа следующие: развить навыки перспективного мышления и умение представлять результаты еще до его осуществления, достичь гладкого исполнения и по нотам, и на память, преодолеть все двигательные трудности, углубить выразительность игры, уточнить звучность, то есть распределить силу звука, педализацию, уточнить ритмику и добиться единства темпа. Для решения поставленных задач используются следующие методы: пробные проигрывания пьесы целиком в характере и в темпе и многократные повторения с включенной головой. Необходимо сочетать пробные проигрывания целиком с непрекращающимся трудом над деталями и частями произведения. Помимо пробных проигрываний, одним из звеньев во владении формой сочинения должны стать занятия музыканта без инструмента, то есть его работа в уме, но используя в работе перечисленные выше методы. При этом необходимо помнить, что такие упражнения приносят пользу, если они связаны с концентрированным вниманием.
Такие занятия бесполезны, если работать невнимательно. И последний этап – это подготовка к сценическому воплощению. Цель заключительного этапа работы состоит в достижении уровня эстетической завершенности. Удача возможна лишь в том случае, если музыкант сможет превратиться из участника событий в режиссера музыкального действа. Такой подход позволит исполнителю достичь равновесия. На этапе подготовки пьесы к сценическому воплощению ставятся следующие задачи: совершенствоваться, играть уверенно, убедительно, играть в любой обстановке, на любом инструменте и перед любыми слушателями. Достигнуть этого возможно благодаря дальнейшему укреплению навыков и исполнению пьесы целиком, приобретающей характер сценического выступления. То есть вы можете, например, представлять себя на сцене. Ведь даже такая игра перед воображаемыми зрителями укрепляет не только перспективное мышление, но и учит справляться с волнением. Также это позволяет объективно оценивать свою игру, как бы слушая себя со стороны. Подчеркну, что приведенные методы следует рассматривать как примерный образец, отталкиваясь от которого каждый должен сделать свою личную схему, согласованную с его видением и опытом. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!